Привет из мира квадратного раста. На календаре уже август месяц, а значит, пришло время поведать о контенте глобального обновления. Этот глобал стал важной точкой в развитии проекта. Большая часть из того, что было подготовлено и добавлено нашей командой, касается основных и уже существующих механик, а также их улучшения. Разумеется, мы не оставили вас и без полностью нового контента. У микрофона Карасик, и я предлагаю вам погрузиться в обновленный мир выживания в кубическом расте. Одна из важнейших механик игры на сервере — генерация руды. Без ее корректной работы максимально комфортно игру назвать трудно. Проблема, с которой часто сталкивались игроки, заключалась в отсутствии, например, камня поблизости. Корень всего — единый для разных типов руды рандомайзер. Объясняя по-простому, система, которая отвечает за генерацию руд, не разбиралась в том, какую именно вскопал игрок, а впоследствии спавнила рандомно любые из 3 возможных. Так, например, скопав 10 камня, в дальнейшем его на карте появлялось на порядок меньше. Все потому, что в мире отсутствует 10 руды, но какой определяет сила великого рандома. Глобальное обновление августа полностью меняет эту устаревшую систему. Теперь генерация руд имеет свой уникальный счетчик количества. Спавн зависит от того, какой тип был вскопан игроком – сера, железо или камень. Кроме того, теперь на генерацию сильнее влияет биом. Желаете больше металла – вам в зимний. Серы путешествие по пустыне ждет. Камень же распределяется равномерно. А более подробно о генерации вы можете прочитать в текстовом девблоге. В этом обновлении не обошлось и без визуальных изменений. До сегодняшнего дня прочность предметов отображалась полоской опыта. Теперь же она соответствует оригинальной игре и выведена на иконке предметов. Больше не придется брать предмет в руки, чтобы узнать статус его, так скажем, здоровья. Важно! Прочность появилась у предметов брони, так что не забудьте ее ремонтировать при необходимости. Сделать это можно при помощи ремонтного верстака. Прочность предметов защиты своей квадратной тушки не единственное, что было добавлено. Этот своеобразный гардероб ждали визуальные изменения. Новые, более свежие и схожие с оригинальными вещами текстуры. Изменения в том числе коснулись и NPC, ученых и животных. Вместе с этим у ученых появились хитбоксы головы, а значит возможность нанести больше урона, но только по определенным частям тела. Будьте осторожны в бою, урон от этих мобов был увеличен. Ребаланс. Он коснулся оружия ближнего боя и инструментов, чтобы повысить их популярность среди игроков. Добиться этого мы попытались не только через повышение урона и скорости атаки, но и через новые параметры в игре. Расстояние до цели. Зависит оно от размера оружия или инструмента. Подводные лаборатории расширения. Скоро на всех серверах Rust.me. Или, если коротко, о том, как изменения коснулись именно самой большой лаборатории на сервере. Да, она стала еще больше. Новые отсеки, новая компоновка, больше лута и больше опасности в виде несколько обновленных ученых. Маленький тайник — это то, чего ждали многие игроки проекта. Принцип работы максимально прост и идентичен оригинальной игре. Стэши устанавливаются на любой блок, подобно ящику, а положить внутрь можно любые предметы. Закопать стэш можно через меню взаимодействия с предметом, или же кликнув на него правой кнопкой мыши. А чтобы откопать, достаточно посмотреть на место, в котором он был закопан, всего лишь несколько секунд. Еще одно долгожданное нововведение – новые конструкции для строительства. Это не только возможность рассмотреть происходящее за пределами собственного бункера, но и средства дополнительной защиты. Деревянные металлические решетки, а также усиленные и укрепленные стеклянные окна. Таким сетапом из 4 предметов дополнен строительный инвентарь игрока. В игру был добавлен новый канал – командный чат. Это возможность удобно общаться со всеми своими сокомандниками на расстоянии и не только. Используйте символ собачка, чтобы воспользоваться каналом для тиммейтов. Сообщения будут отделены от массового потока специальным тегом Team. Если вам надоело рейдить соседей или томительно ожидать открытия серверов после вайпа, ну или может своего сокомандника с обеда, то предлагаю вам поиграть в мини-игры на Rust.me. В рамках бета-тестирования был добавлен режим гангейма, бой насмерть в формате «все против всех». Игроки начинают матч с комплектами брони, смена которых зависит от каждого нового убийства. Сейчас на старте доступно 6 серверов с количеством игроков по 16 человек на матч. На каждом из них свои карты, среди которых свалка, амбар, город, грузовой корабль, маленький порт и лагерь бандитов.
Косметические изменения коснулись и кейсов с префиксами. Те дефолтные 24 штуки, которые были доступны с момента введения самой механики, порядком наскучили и устарели. Им на смену пришли полностью новые и уникальные. Какие? Оставлю небольшую интригу. Посмотреть их можно прямо на серверах с помощью команды /donate. Что ж, хоть легкая грусть от приближающегося к концу теплого лета неизбежно подходит, но не стоит расстраиваться. Впереди вас ждет еще больше обновлений и нового контента. Оставляйте баг-репорты в нашем Discord-сервере, смотрите другие девблоги по ссылкам справа. Ну а я не прощаюсь. Услышимся с вами вместе с чем-то новеньким.